Собчак живьем. Добрый вечер, это программа «Собчак живьем», и мы, как вы видите, не в студии. Дело в том, что сегодня у нас специальный выпуск программы «Собчак живьем». В гостях известная, уже можно сказать, российская актриса Мила Йовович. Мила, добрый вечер, спасибо вам за интервью. Спасибо вам. Ну, мы о вас знаем не так много, то, что вы известная актриса, любимая женщина Ивана Урганта. Ну и то, что иногда вы бываете в России. Какой раз это уже вы в России? Ну, конечно, я родена здесь, в Украине, жила в Москве с мамой. И потом было много лет. Мне было первый раз, когда я переезжала сюда, мне было, я думаю, 18 уже лет. Или 17-18. А после этого, я думаю, каждый год, каждые 2 года где-то я приезжаю сюда. Но уже есть что-то, что вы очень любите в Россию? Например, приезжаете и думаете, так, точно иду вот в баню на улице в районе Биберева, или есть какой-то ресторан, может, любимый? Вот что? Конечно, пару ресторанов имею. Пушкина я люблю, тоже сад, красивый ресторан. Мы пошли в 60 ресторан на 60-м этаже, великолепный вид. Но я много здесь работаю, и где-то моя жизнь такая, что я везде путешествую. На весь мир, но где-то никогда из отеля никуда не иду. Или, может быть, иду из отеля в студию и обратно в отель. Где-то у меня немножко закрыт мир. Но сегодня вы были ангажированы, насколько я знаю, еще одним мужчиной, и он тоже отчасти русский, его зовут Джейкоб, он ювелир, вы в его украшениях, конечно, я вижу, как и Джейкоб я. для всех женщин любимый. Поэтому, конечно, поговорим о бриллиантах. Вот первый раз, когда вам мужчина подарил какой-то бриллиант, какое-то украшение, вспомните, расскажите об этом моменте. Первый раз, когда мне бриллиант дал мужчина, это... Но не Сваровский, бриллиант. Да. Это, конечно, был мой папа. И я очень люблю старые украшения. Я имею коллекцию старых вещей, я люблю мебель, бижутерию, конечно, чтобы история была там. И мой папа купил мне очень красивое колечко маленькое. Я прям вижу, как половину мужчин и женщин у экрана так сделали. Сейчас она расскажет историю. Мой папа. Нет, Мила, конечно, так мы тебя так девочки, не отпустим. Первый, как сказать, Даймонд. Бриллиант. Бриллиант. Да, первый бриллиант. Мы требуем историю про романтическое какое-то дарение. Есть тоже романтический, не только папа. Может быть, второй тогда. Давай. Второй, я была с одним, мой бойфренд был в это время Марио Соренти. Он фотограф, очень я его знаю. amazing, как сказать, великолепный фотограф и очень близкий друг мой все равно. И мы были с друг другом, и он с моей мамой поговорил, потому что он знал, что мы очень любим старые бриллианты, все такое. И, как сказать, jewelry? Украшения. И они пошли, и он купил мне очень красивое колечко тоже с, как эти? Жемчуг. Маленький розовый жемчуг и маленькие бриллианты. И он был очень красивенький. И я, дурная девочка, конечно, пошла в ресторан, помыла руки, думала, нужно снять кольцо, помыть руки. Да, это самое ужасное. Оставила. И оставили? Плакала? Ты плакала? Как рыдала и днями спрашивала этот отель. Кто-то дал. А что за отель? Где это было? Это было в Хотел Кости в Париже. Вот, дорогие друзья, вот знаете, тот человек, который в отеле Кост скоммуниздил, не побоюсь этого слова, кольцо Милы Йовович, такого человека забрали. Она вернется к вам из обители зла и отомстит. Кстати, об обители зла.
все-таки у российских зрителей ты ассоциируешься с этим фильмом прежде всего, даже уже не с Люком Бессоном и не с «Пятым элементом», а «Обитель зла», просто потому что ее много. Ну, ты знаешь, это очень хорошо, потому что я думаю, каждый, как сказать, decade, как сказать по-русски? Каждое десятилетие. Каждое десятилетие у меня что-то новое, что люди говорят, нет, только это, я думаю, она. А что случится, когда мне будет 40? Может быть, что-то другое? Я Люди точно... будут говорить, нет, много этого уже. Она всегда делает комедии. Сколько комедий ты можешь сделать в жизни? Я думаю, я как кошка, имею 9 жизней. Главное, Мила, так как я тебя очень люблю и смотрю все твои фильмы, я прошу в 90, когда тебе будет 90, не принимай предложение играть в «Обители зла» 148 части «Монстров». Я прошу, я знаю, они попросят тебя. Они скажут, Мила, Так, уже когда много лет 90 уже прошло. не надо в черном этом, как сказать, rubber, Латексном костюме. латексном костюме, да, не буду в 90 лет. I promise, как сказать? Обещаю. Я обещаю тебе, ты не будешь видеть меня в латексе в 90 лет. Я боюсь, Иван Ургант сейчас расстроится, услышав это, но тем не менее. Про «Обитель зла». Ты знаешь, сейчас для России это очень актуальный вопрос. Многие россияне не знают, как бороться со злом, когда зла гораздо больше. Скажи, пожалуйста, как специалист, вот как бороться со злом, когда ты в меньшинстве? Ну, конечно, нужно где-то смотреть в эту точку и только это делать. Это нужно быть, как сказать, one-track mind. Быть целеустремленным человеком, на одну точку направленным. Да, потому что я знаю, мой характер там в «Обители зла», она только хочет убить этого зла. Ну, как Вот как смотри, титул. выходишь, вас мало, а монстров много. И они еще все, как в фильме, Ну, нужно иметь фантастическом, вооружены. эмоциональное ружье. Эмоциональное ружье. Да. И тогда все получится. Потому что в фильме, конечно, монстры, а в жизни монстры не очень выглядят как монстры, да? Это где-то нужно знать, кто монстр и кто хороший. Это намного тяжелее в жизни знать, кто хороший, кто нет. А в Нужно жизни быть кто для умной. тебя? Книги хорошие ружье в жизни читать. А для тебя в жизни кто главный монстр? Ой, боже, ну, много, я думаю. Знаешь, я думаю, все люди, которые делают плохие вещи другими, это монстры. Если Ну ты вот- видишь ребенка и трогаешь ребенка, beating или что-то, монстры, Ну вот в новостных сводках сообщение о том, что у Фиделя Кастро heart attack, и он находится, у него инсульт, и он при смерти. Вот что ты чувствуешь, когда я не знаю, первый раз ты об этом слышишь или нет? Да, это первый раз. Но что ты чувствуешь? Тебе жалко, что с ним уходит какая-то эпоха, или ты считаешь, что он как раз воплощение, например, одного из таких людей, которых можно было бы назвать монстром? Ты знаешь, я думаю, есть много людей, которые одну скажут вещь, много другую скажут А о ты него. как скажешь? А я не думаю, что я много читала о Фидель Кастро, чтобы с тобой этот разговор иметь. Понятно. А кто тебе больше нравится как образ, Фидель Кастро или Че Гевара? Какие вопросы странные. Мне кажется, прикольно. Ну, я думаю, Че Гевара, конечно, потому что он так красиво смотрится, он имеет постер, стикерс У имеет. тебя есть с ним майка? Майка, конечно. О, в следующий раз Даже в ней имею в майка Россию с моей собачкой, выглядит как Че Гевара тоже. Понятно. Да, ну, конечно, он икон. А твое отношение к Украине, к России, ты чувствуешь, что это часть тебя, твоей родине? Близки ли тебе проблемы, которые здесь происходят, или это далеко от тебя? Вы знаете, для меня, я, конечно, очень, как сказать, мне, how do you say, I'm embarrassed to say, Меня мне смущает сказать, что я не читаю много о current affairs, Текущих новостей. текущих новостей. В Америке, здесь, где угодно, где-то я работаю столько, и сейчас, конечно, мама, и жена, и где-то моя жизнь так идет, что я забываю где-то открыть newspaper или на интернете, ну, если не где-то кричит
в лицо я не очень знаю, что... Ну, конечно, хочу больше знать все, что... Ну вот, например, тебе бы хотелось сыграть, если ты знаешь, кто это, Юлию Тимошенко. Она просто самая известная украинка. Нет, не хотелось. Ну, может быть, было бы здорово. Конечно, она характер такой. Ну вот, кричала в лицо, конечно. Была в Украине, и Юля везде на телевидении была. И, конечно, она строгая женщина. Но сыграть бы ее не Косичка. хотелось. Нет, You don't want хотелось. to Это play хорошая. her. Да, хотела. You would like to Oh do yeah, that. that's a great character. Okay, situation like this. You remember Meryl Streep's movie Margaret Thatcher? Yeah. Представь себе, что к тебе приходит твой самый любимый режиссер, whoever you choose. Кого ты выберешь в качестве женщины, которую бы ты сыграла, политического деятеля? С любым режиссером. Вот для Мэрил Стрип, она много раз говорила после фильма «Маргарет Тэтчер», это ее мечта, которая сбылась. А для тебя? Ты знаешь, я всегда, конечно, хотела играть Catherine the Great. Кэтрин первая, II. да. Потому что, конечно, очень интересная история, и где-то всегда слышишь, они будут делать фильм большой такой, и никогда не сделали, и было бы очень хорошо. Чтобы Екатерину видеть II. такой, да, чтобы видеть такую женщину, Ну, а ты знаешь, что была такая сильная и такая модерная где-то, и умная, и что все не понимают историю, было бы очень интересно. Екатерина II славится не только перепиской с Вольтером, но и достаточно бурной личной жизнью. Ну, да, вот что говорю, модерная женщина, это не черно-белая история. Хорошо, я желаю тебе этой роли. И не могу не спросить еще такой вопрос. Многие твои коллеги, Анджелина Джоли, Мадонна, какие-то другие женщины, известные актрисы, певицы, они путешествуют по миру и усыновляют и удочеряют детей в очень большом количестве и занимаются благотворительностью в Африке, в Азии. Вот твои поездки в Россию, можно сказать, что это тоже твоя такая вот благотворительность в стране третьего мира? Или ты по-другому на это смотришь? Я по-другому. Я смотрю, когда я приезжаю сюда, я где-то приезжаю домой. Это Для немножко- тебя это твой дом. Да, Это для не меня это очень благотворительность. странно, что третья мировая страна и все такое, потому что я чувствую себя русской женщиной. И, конечно, все здесь близкие для меня. Когда я слышу, даже в аэропорте, все говорят по-русски, я хочу для моей дочки это слышать. И это ощущение иметь, как у меня, что мы пришли домой. Вот, смотри, все говорят, как мы говорим. Это так хорошо чувствуется. Я думаю, где-то Россия для меня делает что-то, что я, бедная, иду здесь, чтобы сердце немножко, как сказать, ополнить. Скажи, пожалуйста, а ты часто бываешь в Африке, в Азии? Вот в каких-то Вы знаете, таких- я никогда в Африку не была, но я работаю с очень хорошей foundation, Diane Fossey Foundation. И мы уже один радиостанцию строили в Republic of Congo. И маленькую школу построили. И радиостанцию Rebels, они ее, как сказать, they burned it. Они ее сожгли, да? Шагли. Ну, сейчас мы опять хотим, и я хочу туда пойти с дочкой сейчас. Ну, когда я хотела идти, я была беременная и не могла. И потом, конечно, дочка была маленькая, я не могла. Но сейчас ей будет 5 лет, я думаю, это было бы интересно для нее. Пойти в Африку, пойти где-то так, чтобы было разное, что она никогда не видела. И для меня это очень важно, чтобы моя дочка пошла в многих стран, очень разные, от Запада. Она похожа знала. на тебя? Да. Ты хочешь что-то По характеру? Хочу. Не увидят все равно. Опиши, пожалуйста, свой идеальный день. Вот представь, у тебя есть день, ты можешь провести его в любом месте, в любое время. Что это будет? Расскажи, вот прямо с утра. Где ты проснешься? У меня будет ли это завтрак очень в постели? скромные и где-то, как сказать, скучные такие, как сказать, wishes, Желание. желания, потому что для меня быть дома – это уже где-то чудо. Быть дома, что ничего нету делать, что могу просыпаться. Окей, где-то ты проснулась, 9. у тебя завтрак в постели, или ты идешь на кухню? Что это? Бекон, Да, омлет? конечно. Что это?
Опиши. Я просыпаюсь, мой муж мне чай приносит. Да. Выпью чай, дочка приходит, улыбается, показывает мне картинки, что она рисовала утром. И потом я иду и делаю завтрак для всех. И мы кушаем как семья. Ты сама готовишь? Да. И потом мы пойдем наверх, мы живем в горах, и мы в бассейн пойдем, может быть, еще, я очень люблю готовить. Тогда мы, может быть, пригласим друзей, барбекю сделаем, я приготовлю на улице. Ну, то есть в этом дне нету шумных вечеринок, съемок и всего этого? Нет, нету шумного ничего где-то. И да, где я сейчас в жизни, быть близко с семьей, дома, без ничего, без стресса, без работы, где-то очень хорошо. Но я знаю, что сегодня, помимо мероприятия Джейкоба, ты еще намерена посетить открытие гаража Даши Жуковой. Конечно. Знакома ли ты с ней? Что ты думаешь об этом проекте «Гараж»? И расскажи немного об этом. Да, я знакома с Дашей, и я думаю, она великолепный артист, она видит, она как Артист visionary. в смысле художник? Да, ну, она имеет сердце артиста, и она, как сказать, visionary. Но она смотрит вперед. Она смотрит предсказывает вперед, какие-то и где-то события. очень модерная женщина, очень самостоятельная, красивая, я интеллигентный, умный человек. Ну, с такими людьми это радость быть близко, потому что она, я думаю, для всех женщин могут вверх смотреть на такую женщину. А кто красивее, Ургант или Абрамович? Абрамович? Роман Абрамович, ее А. husband. Who is more handsome? Мой Ургант? муж. Мой муж. Это хороший ответ. Ни тот, ни другой не обидится. Ты любишь современное искусство? Да, ну, конечно, как сказала, у меня такая жизнь, что в музей не очень попадаю сейчас. Ну, конечно, ребенок растет, мы будем больше идти сейчас. Хорошо, все говорят о том, что скоро конец света. Настоящий Армагеддон, декабрь, 2012 год. Не знаю, веришь ли ты в это или нет? Не очень, но все равно немножко Чуть-чуть. неудобно. Окей, представь, что ты можешь в этот Новый год, что ты знаешь, что уже вот все, конец света, майя были правы, какое ты загадаешь последнее желание? Смотреть в глаза моей дочки, сказать, что я люблю ее. Это хорошее желание. Но я надеюсь, что до этого не дойдет, и все-таки все будет хорошо. Еще впереди будет масса фильмов, вечеринок и так далее. Скажи честно, следующая «Обитель зла» уже снимается? Нет. Вы знаете, для нас это очень близкие фильмы. Конечно, мой муж пишет, он режиссер, продюсер на их. Это где-то уже он пишет для меня эти сценарии. И нам очень весело делать эти фильмы. Ну, сказать это, что никогда компания фильма не спрашивает нас, нужно это делать. Это они хотят, и Бог говорит, когда у меня вдохновение. Слушай, ну вот Тогда я напишу. Это не что где-то фабрика, которая эти фильмы идут. Эти фильмы, я думаю, люди любят их, и они больше и больше деньги делают, потому что мы любим делать их. Понимаешь, это для нас, это, как сказать, true passion. Настоящая страсть. Настоящая Знаешь, страсть. я на самом деле сейчас ужасно растрогана и удивлена, потому что я увидела, что мой вопрос про конец света и твой ответ про дочку вызвали в тебе такую искреннюю эмоцию, такую настоящую, слезы на глазах. И при этом я подумала, что во всех фильмах, суперизвестных твоих фильмах, и «Пятый элемент», и «Обитель зла», и фильмы Бекмамбетова, ты всегда играешь такую роковую, такую боевитую девушку, такая девушка-супермен. Вот как ты думаешь, почему это? Почему люди видят эту твою грань и ее эксплуатируют в фильмах, а не ту трогательность, которую вот я сейчас вижу? Знаешь, это, я думаю, много зависит от меня тоже, потому что
когда я была молодая в Голливуде, это только быть женщиной, это быть плакать, или быть с мужчином, или быть как девушка кого-то, или быть секси. Это были такие роли. И думала, уже все делают эти роли. Я хочу что-то different, что-то разное делать. Я хочу, чтобы видеть женщины что-то другие, что они сильные, что они могут что-то делать. Они могут сами фильм иметь на плечах и быть такой strong, быть сильной такой, и что люди, how do you say, believe, они верят в этом. Я думаю, это для женщин очень важно, что я эти роли играю, потому что это необычно. Много фильмов, они не большие так, но я думаю, что я делаю, потому что я очень люблю, что я делаю, что люди верят в это. И я думаю, для женщин это первый раз, что женщина имеет такой акшн-фильм, и 5, это 5, это никто не сделал. Это для женщин большая вещь. И я очень гордая, что я делаю эти фильмы, и что столько для женщин сделала, потому что все могут играть девушку, все могут трогательно играть. Ну, и Бекмамбетова, я тоже с мамой сидела, и мы плакали с друг другом. Это не плакали только... уже за кадром, ты имеешь? Нет, ну, фильмы. Это выкрутасы. Да, выкрутасы. Ну, я сцену с мамой, мы сидим и говорим, и я говорю ей, что важно, и что ты с папой говорила, и все такое. Это была трогательная сцена. Ну, конечно, все помнят, как я торт этот разбила. Но все помнят, что они хотят. Ну а для тебя не было внутреннее понижение играть в фильмах выкрутасы после голливудских всемирно известных фильмов? Я очень хотела этот фильм делать. Конечно, Иван Ургант, мой близкий друг, я хотела с ним сниматься. И ну, все актеры были такие хорошие. Костя Хабенский, какой великолепный актер. Тимур, близкий мне, я хотела с ним тоже работать. И я думала, по-русски говорить, это уникально, никто никогда не спрашивал меня делать. И я думала, как человек было бы очень интересно для меня. Ты знаешь, когда я хочу что-то делать, это потому что у меня где-то честно, я хочу. Это не для деньги, это и для то. Это было потому, что я любила эти люди, я любила сценарии. Я думала, ой, будет весело. Ты говоришь о том, что проблема женщины очень важна, и ты хочешь показать, что можно быть в другом образе. Если бы ты могла присудить главную премию года женщине года, кто бы это была? Вот женщина года этого года. Женщина этого года. Мэрил Стрип снялась в новом фильме. Анджелина Джоли. Ну, что только актрисы? Раз... Это Нет, только актрисы делает кто угодно. Что важное в мире. Ангела Меркель спасает кризис Европы в Германии. Борется. Да, это интересно. Да. Последний вопрос у меня к тебе следующий. Вот скажи, мы очень много слышим всяких слухов про твою дружбу с Иваном Ургантом, но я знаю Ваню хорошо, и мне кажется, что он выдает желаемое за действительное. Вот ты вот приехала сюда, ты с ним созвонилась? Не созвонилась, но я ему по имейлу мы говорили, потому что мы хотели, может быть, русскую песню с друг другом петь на этой партии. Потому что я выступала вчера вечером. Да, это я знаю, я была и на этом концерте. Я написала ему, сказала, да, я прихожу для Шанель, и они хотят, чтобы я выступала, а может быть мы что-то с друг другом сделаем. И мы говорили идеи какие-то, а потом у него столько работы было, он говорит, не могу. Он говорит, мила, извини, я не могу с тобой общаться. Ну, было очень сложно, и тоже я понимаю, потому что у меня ребенок, у него и ребенок. You made such a compliment to him. You said he was so busy that he couldn't talk to me. It's like for him. Он новый ему программу имеет и все такое. Хорошо. Ну, конечно. В заключение скажи, умница. пожалуйста, что главного мужчины не понимают о женщинах? Как ты считаешь? What is one thing that men don't understand about women? Только одно. Ну, я думаю,
что мужчины не понимают, что когда говоришь с женщиной, нужно их слушать. Нужно их слушать, потому что это все, что много женщин, все, что они хотят, это чтобы кто-то бы слушал. Если ты послушаешь немножко, а потом ей будет намного лучше, намного... Ребята, они говорят, она говорит всегда, и даже не знаю, о чем она... Можно говорить, да. Даже не надо слушать верно, но делай вид, что ты слушаешь, потому что это идет много миль, я думаю, много километров. Ну, в общем, все мужчины теперь готовы слушать Милу Йовович. Мила, спасибо большое. В Спасибо. заключение я дарю тебе книгу. Это Кир Булычев, наш классик. Вау. Можно спаковать. Мне кажется, эта Спасибо. книжка про тебя. Я не знаю, умеешь ли ты читать по-русски? Не умею, но я позвоню маме и скажу, нужно опять Мне сказки кажется, читать. для многих наших россиян ты именно такая девушка из Фандеры. Ты ее Да? Ой, можешь не такая бояться. красивая. Я очень не люблю. Вау, очень Это красиво. книга Кир Булычев. Булгачев. Булычев. Гости из будущего. Помнишь, такой был мультик «Гости из будущего»? Вот мне кажется, ты для нас всех чуть-чуть гости из будущего. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Ой. Мил. Это была программа «Собчак живьем», и сегодня у нас в гостях была Мила Йовович. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся через неделю. Собчак живьем.